Расскажите, пожалуйста, о связи алхимии и йоги у тамильских ситхов. Ух, ух, как хорошо, хорошо, сейчас я расскажу. Эта тема меня интересовала давно, я много лет про нее слышал, и где-то постоянно это вот все всплывало, да, кто-то что-то мне говорил, где-то, конечно, давно еще читал, вот, что есть такая алхимия, есть западная, есть там китайская, и очень противоречивая информация, до сих пор многие в это не верят. Когда я вот там австралийским своим ученикам, ну, именно австралам это говорил, они как-то так, вот, может, это там просто метафоры там какие-то образные. Меня также интересовало, если когда-то интересовало, есть ли это в Надха Сампрадае. Но давайте я, наверное, начну все-таки больше с юга Индии, да, потому что как-то быстро все закрутилось, завертелось у меня, да, вот с югом. Ну, так просто это тоже не бывает. Сейчас я стал брать уроки тамильского, да, то есть я стараюсь, ну, конечно, времени мало, да, ну, просто это ну, крайне необходимо иметь нормальный уровень, чтобы общаться, да. Конечно, кто-то знает и английский, да, из представителей данной традиции. Как оказалось, традиция жива, она довольно мощная, сидаров очень много. То есть сидар – это вот это как сидхи, да, это как и надхи, да, вот как и буддийские махасидхи, да, сидхачарьи. И я давно общался с Маду. Здесь есть Тара Микаэль, да, она известный сколар, известный санскритолог. Сейчас мы будем с ней общаться, да, она меня переводит уже много лет. Она ко мне относится очень серьезно, на самом деле, без ложной скромности, хотя человек с огромнейшим опытом. Ну, представляете, то есть ей 90, под 90, там, точно не знаю, она застала еще Вторую мировую войну, представляете? Ну, то есть она видела вживую там вот Кришнамачарью, несколько раз его видела, там общалась. То есть, ну, человек огромнейшего опыта, она много чего знает. И вот у нее муж, он с юга Индии, Маду. И знаете, это как-то все так выглядело. Все думали, что просто, ну, он там фильмы снимает, работал с известными актерами. Вот любого, кого вы назовете, ну, с многих он лично видел. С ними работал даже. И вот как-то вот так вот его больше все воспринимали, да. А потом как-то мы вот с ним периодически общаемся. Он такой скептик большой, да. Но вот его детство прошло на юге Индии, и он там родился в какой-то деревне, где жил Апар, был такой Сида. Мы туда ездили, ну, история про Апара есть. Это вот где Пандичери. Но он такой очень, очень интересный, жизнерадостный, такой полон энергии. К своим годам он такой вот полон энергии во всех смыслах. И, и вот он практиковал силамбам, это боевые искусства древние, деха-абьяса, упражнения для тела, называется тарападом, упражнения на полу разные, очень эффективные. И сейчас очень мало вот представителей, кто знает, как правильно все это выполнять. И вот он, так как ему тоже много лет, ну, не так как Таре, ну, ему уже там под 70, ну, так, он хорошо выглядит, это вот видно даже, что вы сами видели, да. И он знает вот это вот просто с детства, вот эту сидо-медицину, да, вот мы записывали видео там с Павлом по аюрведе, да, еще, может быть, запишем, там собирались. То есть, и вот Маду, да, что мне вот эта тема интересна, у него там много знакомств. И вот он нашел там человека, да, который копает эту тему глубоко, который знает многих. И вот мы вышли на одного Сидара, Сидар Наягам. На юге Индии вот есть место, где Навабашином, то есть это связано с Сидой, Богар был такой Сида. То есть считалось, что он путешествовал в Китай. И этот Сидар, которого я знаю, его считают воплощением этого Богара, да, инкарнацией. То есть он там тяжелые болезни лечит. Я просто видел какие-то фотографии. Там был мой один ученик, у которого были какие-то проблемы еще давно. Ну, там очень давно просто так это не решается. Да? И вот
мы уже видим изменения в лучшую сторону, да. Вот. Насколько это так, знаете, я вообще большой скептик, если честно, по поводу всех вот этих сидх, да. Хотя я видел и вижу регулярно такие вещи, которые, которые можно отнести к серьезным таким способностям серьезного плана. И Да. вот мы с ним встретились. Было даже как-то сомнительно, что эта встреча получится, потому что сам индусы говорили, что вот он мало с кем общается, там, тем более так постоянно занят, там тысячи людей, там всегда, когда он приезжает куда-то. Вот этот Богар, да, который вот был в Палане, такое место есть, храм Муругана. Вот он путешествовал в Китай, даже считается, что там как-то вот китайская алхимия связана с ним. Это версия индийцев. Китайцы, может, с этим не согласятся, но в принципе не имеет значения. И по версии индийцев, вот он там посредством боги, то есть бога ведет к болезням, к роге, да, заболеванию. То есть он разрушил свое тело. После этого он вернулся в Индию к своему учителю. И тот ему сказал сделать мурти, божества. Я не буду сейчас детали все рассказывать. Из различных ядовитых субстанций, там ртуть, при определенной комбинации, мы знаем, что вот шивалингамы делают из ртути, потом делают возлияние на них, потом пьют это уже как исцеляющую субстанцию. После абишеки это все с мантрами делается. Таким образом, вот он как бы сделал, вот он восстановился, да, и вот такие мурти, раньше это была одна, их там долгая история, там много всего. Если всю эту историю копать глубже, да, то есть там больше всего узнаешь, и там есть Горакнат, там есть Мача Муни, Сатья Надхар, то есть какие-то имена, которые в нашей традиции, в надховской, тоже очень известны. Но все-таки там больше акцент сделан на внутренние какие-то практики, да, медитативные. Можно назвать это внутренней алхимией, в принципе. Да? Так оно и есть. Я сейчас объясню, почему. У нас началось общение. То есть он неожиданно вдруг... еще до нашей встречи я так сидел и как-то... У меня была его фотография, так посмотрел. И почувствовал, что идет. Вот идет. И прямо вот ощутил то же самое, что я увидел при встрече. Да? Мы так начали живенько общаться. Вот, да, такой саду, но он семейный. У него есть жена, да. Но все равно вот он считается сидар. Но многие сидары, они живут одни. И многие из них даже не общаются. То есть там, мало так. Приходишь к ним, они дают благословения какие-то, говорят очень коротко, дают какие-то алхимические, там вот эти, из ртути они некоторые делают, некоторые сидомедицина, да, там этот пепел, он отличается от вибути, да, который наносится. То есть там другой вибути. Как мне говорили, что это пепел, который в воде, да, потом эта вода на солнечном свете испаряется, вот этот осадок берется. Там, в общем, целая процедура, как мне все это объясняли. В общем, я сам это не пробовал, я пока на стадии интереса такого, да. И меня, честно говоря, внешнее мало интересует. Я сейчас объясню, почему меня интересует внешнее для внутренней. Я уже об этом, в принципе, говорил, мы видео снимали с Павлом, да. И я с ним стал общаться один раз, потом они меня пригласили. Они знают, что я представитель Надха Сампрадая, то есть ко мне отнеслись очень с большим уважением. То есть фактически меня посадили вместе с патриархами Сампрадая, да, который там в Палане, да, один очень известный. Я потом понял, рассказали мне другой тоже. Один из Кандья Кумари был. Мы стали общаться так сразу с ними, со всеми как-то у меня так сложился диалог. Да. Один хорошо знал английский, другой меньше. Сам этот сидар, похоже, не особо-то его знает, поэтому переводчик хороший достаточно, но придется, наверное, мне этому много времени посвятить. Как он мне говорил, что многие, кто практиковали эти все методы с ртутью, да, что допускали ошибки, они умерли просто. Делали что-то, сами принимали. То есть я говорю, а как тогда вы? Говорит, я делал, я это изучал с детства, потом просто
на собаках стал, на больных собаках применять. Потом увидел, что это работает. Вот. И потом была ситуация, когда он стал на человеке применять и вот так. Ну, сначала много на собаках это все испытывал. Ну, в общем, интересно, да. Я с этим так вот много, ну, я вообще, можно сказать, не соприкасался. Но опять же, тут тоже много вопросов возникает. Вот, а со всеми ли это сработает? Но все-таки есть какие-то факторы, которые не зависят все равно от каких-то внешних манипуляций, а иногда даже и внутренних. Понимаете? Но бывает так, что, не знаю, человеку надо просто прожить что-то, да, так вот просто Вселенная распорядилась. И вот бывает такое. Я так понимаю, что если это люди мудрые, то есть во многих случаях это работает, бывает, когда это не работает, но они тогда просто так и говорят, что такая ситуация. Да. То есть, ну, я видел результаты там такие, которые меня впечатлили. Ну, не только это впечатлило, там был ряд моментов других сидах, да, то есть в общении все это видно. Ну, я думаю, что он просто видит и меня, да, и, вот, и мой уровень, да, и поэтому у нас вот как бы легко идет общение. Вот, он сказал, что да, приезжай, буду учить, если эта тема актуальна. Но меня интересовало, знаешь, что еще? У нас в Надха Сампрадай тоже отдельных называют, я не буду говорить, но вот отдельная категория саду, да, которые используют вибхути, но не такое вибхути, которое вот бабут, который вот бабут дикша есть. Есть специальные вибхути, туда добавляют яд, тоже, вот, тоже используют яды, это тоже фактически та же самая история. То есть это все меняется, и вот это есть все-таки в Надха Сампрадае, но таких это вот отдельная категория. Нужны какие-то основания, да, чтобы общаться именно с такими вот учителями. Я так понимаю, что их просто немного. Я не знаю, я не подсчитывал, да. Ну вот, осталось и на севере тоже. Но север, видимо, какие-то методы мало популярны, что-то утрачено даже. Собственно, меня что заинтересовало, я ему задал вопрос по поводу трансформации этой ртути, да. То есть он мне сказал, что ртуть – это в мужском теле это аналог семени мужского, а в женском тоже половые субстанции, да, шонита называется. Но видно, что он как-то не очень хотел, потому что люди сидели там, ну, как бы это все обсуждать, да, и так все это вот как типично обсуждают, там, брамачарья, там, все, там, окей. Я не стал там вообще, что за брамачарья, да, но видно, что он просто... А потом, когда уже мы с ним второй раз уже пообщались, вот там он уже рассказал поинтересней, что это не просто вот физическая субстанция, что это тонкие, как сказать, урджа, да, вот эта сила, да, и что это оджас. И многие йогические техники, там дыхательные, то есть они предназначены на как бы развитие вот этого состояния. И да, эти самскары, они так и называют именами различных мудр, бандх, там Махамудра, Махабандха, там есть Махаведха, Кечери, там есть у них Шамбави. Конечно, стал это копать, я был очень удивлен. И поэтому меня это просто очень заинтересовало. И он мне сказал, что ртуть, он там это соотносит с Сурьей, да, там связь с Солнцем. Проявляется в нашем теле солнечная энергия, да, и просто ртуть, она связана там с огнем. Есть как бы жидкая ртуть, да, это женская. А есть как бы твердая ртуть, которую уже жидкого превращают в твердую ртуть. То есть она проходит вот эти самскары, добавляют какие-то травы туда, и, в общем, она меняет свою консистенцию, и пока она не станет вот именно семенем Шивы. Он говорит, что это семя Шивы, да. И он сказал, что вот эти субстанции, которые в человеческом теле и просто ртуть, что есть большая связь. Вот они аналогичны, что это во внешней алхимии там совершается. То же самое, только посредством йоги и каких-то практик, связанных с сакральным соитием. Но он не говорил как бы в связи с тантрой, да, какими-то ритуальными методами, а, видимо, это что-то наподобие, это называется у них там париянга-йога.
Но меня интересуют именно вот внутренние процессы. То есть он связывает еще это с дыханием. У них есть, говорит, что через дыхание, через контроль дыхания вот эта внутренняя алхимия происходит. Но там дыхание, оно более... Это, я бы это сказал, что это вид пранаямы больше, да. Вот это прана-апана, один вид ртути, другой вид ртути, да, там прана-апана. Там солнечная, лунная сила, это токи. То есть вот они там соединяются, они меняются местами, да, питают друг друга в теле. То есть витальные энергии, сознание, да, они начинают коннектиться, да, и потом она как бы трансформируется, идет в сахасрара чакру, да, реализуется самадхи. То есть вот алхимия вот именно на таком уровне, как он это все объяснял. Да. Ну, в принципе, я это так и понимал. Да. И вот эта дыхательная практика, там есть несколько стадий. Но это не просто пранаяма, вот как многие себе представляют. Они учат именно последовательно. То есть там первый уровень, его обязательно надо проработать. То есть ты приходишь к гуру, да, он смотрит на тебя. В принципе, он может даже вопросов не задавать. Он говорит, продолжай. Ты дает 49 дней, там делай. Если ты регулярно делаешь, ну, приходишь, там вот одна мандала 49 дней, да. Если проделал, там он видит изменения, там видно по лицу, по глазам, то есть говорит, хорошо, теперь делай вот так. Дает другую технику, объясняет. Да? Там происходит вот эта трансформация вот этих энергий внутренних, там праны и апаны. То есть это как игра вот этих двух энергий, да, то есть они просто вот в физическом теле, это просто в физическом. Потом они начинают обретать какую-то гибкость, да, и они начинают вот как бы играть друг с другом, да, вот эти энергии. Они меняются местами, да, потом они более тонкий уровень развивают. То есть это вот переход из как бы из грубого в тонкое, и вот это вот и есть алхимия внутренняя. Вот это дыхательная техника. То есть ее практикуют именно сиддхары, и посредством вот этой дыхательной техники они говорили, что можно вообще все реализовать. И вот если эта ртуть понимается на таком уровне, вот эти самскары, да, с мудрами, он говорит, что это источник всех сиддх. То есть все сиддхи, они развиваются именно так. Да? Вот. Я так понимаю, что это вот контроль праны. Ну, в принципе, мы это и видим в текстах Горакшанатха разным языком. То есть у них там на тамильском, у нас там на хинди, на санскрите, на других каких-то, на бенгальском. В принципе, все очень похоже. Если вы Горакшатаку там почитаете, все эти мужские и женские флюиды, они там соединяются. Сначала они должны, матчинг в английском, это называется, вот притереться друг к другу, да, что ли, как бы стать нормальными друг для друга эти энергии, начать питать друг друга. Это не сразу происходит, не происходит там с наскоку. То есть это занимает 49 дней, да, один там процесс. Потом 49 может быть другой. Потом эти энергии начинают коннектиться, вот этот низ-вверх, они соединяются вот так. Потом, когда это выходит уже выше, да, аджна чакры, то есть обычно вот эти 6 центров, да, потом идет к сахасраре. И сахасрара – это уже… А там вот этих лимитов нет по времени. Сколько там нужно? 30 минут, 40 на начальном этапе. Там ты можешь уже практиковать дольше. То есть просто пребывать в медитативном состоянии, то есть входишь в вот эту космическую пустоту, эту прану, в океан праны, океан сознания. Индивидуальность соединяется с вот этой вселенской индивидуальностью. Ты понимаешь, что в тебе вообще все явления находятся. То есть, что это такое, ну, не знаю. Они, видимо, не особо-то объясняют, не считают нужным. То есть, вот когда дойдешь до этого, тогда и сам увидишь и узнаешь, да, вот так. Ну, в принципе, действительно, что там объяснять-то. И вот это практиковал Горакшанатх, Горакхар, Агастьяр, да, вот эти вот Тирумулар. И считается, что вплоть до того, что высший уровень вот этой практики, дыхательный, это растворение тела в свет, да, вот божественный свет, из которого все мироздание проявляется. Посредством дыхательной этой практики и медитативной одновременно. То есть там и сознание меняется, если это систематично практикуется, без забивания на это дело. Не так вот, как там сходил там на йогу в йога-центр, пойду на йогу позанимаюсь там, ну как на пикник пойти, да, там, или в паб.
То есть нет, это регулярно под руководством гуру. Вот так у них это происходит. Ну, вот это высший такой уровень. И вот насколько я это понимаю, что там просто на какой-то уровень раджа-йоги, да, уже на более высоком этапе, да, где, в принципе, ты понимаешь единство сознания и праны, да, и что если сознание у тебя расширяется, да, и переходит в такой абсолютный уровень, то и прана тоже растворяется, и, в принципе, можно и тело вот. Вот был такой Валалар или Рамалинга, то есть не так давно, да, вот он свое тело растворил, там это задокументировано. Но это, опять же, это из известных. Эти самадхи сами очень мощные, эти места силы. Еще причина, почему меня это заинтересовало, что вот это дыхательное, я даже не могу сказать, что это просто практика, это целая система, это воззрение даже, я бы так сказал. Это не просто вот как многие пранаяму видят. То есть это дисциплина, которая ведет к топовой какой-то реализации, да. То есть и так как я в свое время пранаяме посвящал много времени, у меня осталась вот такая детская ностальгия по этим вещам, и поэтому, а тут вот такое, ну как такое не полюбить, ну сами подумайте. Это все, это любовь с первого экспириенса. Поэтому, конечно, мне это очень интересно. То есть это есть все и в Надха Сампрадае. Вот эти все пранаямы, да, то есть там очень много, то есть в каких-то текстах встречается, там Гуракша Шатаки не так много, там 4 или 5, в Хатха-йога Прадипике, по-моему, что-то около 8 или десятка там разных пранаям. В Геранда Самхите еще больше. Но это все как бы пранаяма, это просто пранаяма, да, как и йога, это просто йога. Если человек вот находится в состоянии йоги, то так и если он управляет праной, то он управляет. Да? Ну, то есть есть разные уровни контроля праны, но в принципе цель-то там самадхи. То есть цель там не, как многие себе это представляют, да, там, дыхание бутейка, там, в общем, что-нибудь такое. Хорошо для легких. Ну вот так. И вот это, да, и вот он говорил, что это, вот это внутренняя алхимия. То есть цели там духовные. Сейчас у меня много возможностей общаться, да, причем с такими людьми, которые, учителями, да, там, йогинами, которые глубоко в этой теме, которые серьезно себя этому посвятили, да, полноценно. И они мне просто говорили, что многие божества, такие как Ганеша, такие как Муруган, то есть у них свои версии по поводу там Аяпа, да, вот эти их божества, которые там именно в Тамилнаду, что это все были на самом деле люди, учителя. То есть у них вот эта пураническая версия там про Сканду, да, или там Ругана, то есть они считают, что это уже более позднее, а на самом деле это просто были какие-то учителя, да, которые практиковали. То есть у них вообще вот есть культ вот этих учителей и йогов, да. И они их ставят, не могу сказать, что там выше, да. Просто был культ йогинов, да, мудрецов, тех, кто следует самосовершенствованию, и они вот как образец, они как помогают людям, да, и они потом стали ассоциироваться с какими-то божествами. То есть, а как это произошло, то, как мне объясняли, да, что вот туда приходили шиваиты, приходили вайшнавы, да. То есть приходит какой-то король, да, он, допустим, верит, почитает Шиву, да, и, соответственно, то есть он начинает как бы свои там правила устанавливать. Если кто-то не принимает, жизнь может быть тяжелой. Ну, времена такие были, да, никто там в демократию не играл. Могли просто убить и все. Многие какие-то элементы из шиваизма, из вайшнавизма, там из шактизма, да, туда пришло. Ну, сказать, что это чисто вот там шиваизм или еще что-то сложно. Ну, в большей степени шиваизм, наверное, вот как и у нас в Надха Сампрадае. Может, конечно, это традиция йоги, да, но, пожалуйста, если Махараштру брать, они там почитают Горакшнатха как Вишну, да. То есть некоторые просто как такой Махасидха, да, потому что Шива, у него разные проявления.
То есть есть Шива как пустота, да, есть Шива такой, как грехастха, есть Шива как аскет, есть Шива как Байрава, как Камешвара, как там, разные формы. Как Рудра, да, вот такой ведийский Рудра. Разные формы Рудры тоже. Шива как, ну, последователи Шивы вообще считают, что все божества это вот проявление Шивы, да. Если мы там возьмем, допустим, белую яджурведу, там Рудраштадья, и там там у них и Сурья это как Шива рассматривается, и как Пуруша, и как Индра тоже. То есть вот так вот у них, как Агни. Тут, видимо, политика сыграла свою роль, да. То есть брахманы, они хотели доминировать, то есть это, ну, всегда вот какие-то религиозные там традиции, они хотели превалировать. Тема такая сложная, да. Но есть просто йогины, да, вот можно сказать, что Надха Сампрадай – это йогины. Точно так же, как вот на юге это сидары. И была связь какая-то. Была связь, ну, знаете, эта тема очень сложная, потому что насколько это вот полноценная связь, там, тот ли это Горакшанат, тот же самый, который вот в буддизме или, ну, на самом деле, мне кажется, Горакшанат – это Горакшанат. И это хорошо, что вот его все почитают. То, что у него такой разный образ, это замечательно, кажется. И даже разные версии, что вот он считают, что много Горакшанатхов было на юге, почему там у него там несколько самадхи, некоторые тоже так задаются вопросом. Ну, они-то объясняют просто, что он оставлял тело, входил в другое, потом с тем телом что-то проделывал. То, которое оставил, то есть то захоронили. Самадхи, вот так. Вот, да. Ну, для простого нормального человека, да, как мы считаем нормального, со скептическим умом, конечно, все эти истории, они смотрятся такими очень сказочными. Знаете, я последние годы видел очень много такого касаемо Европы. Сейчас в интернет столько всего вываливается исторического типа, да, столько всяких версий, и ты понимаешь, что эти истории и на Западе новая политическая система приходит к власти, они там переписывают все до полной противоположности. Это хорошо. Это хорошо для меня, потому что это подвергает скепсису вот эту вот западную гордыню, да, что они вот такие все точные, правильные, не могут нафантазировать или просто откровенно налгать вполне осознанно. Соответственно, я стал думать, почему я должен к Индию ставить на какой-то второй план, там думать, что это все мифология. А потом, ну, а если ты еще и видишь какие-то возможности, да, йогов реальные, то ты понимаешь, что а вот фиг его знает вообще, как. А вдруг это? Никто не знает. Если ты честный, даже если ты материалист, из материи произошло, никакой души нет, Бога нет, это все вырабатывается из эволюции материи. Если ты честный, да, вот ты веришь только эксперименту, ты честно скажешь, что я не знаю, я не нашел доказательств. Ну, вот так и в моем случае, мое отношение к этим вещам, не могу сказать, что я прям такой, вы знаете, что моя вера, она такая вот абсолютно слепая. Ну, наверное, я чем-то стал похож на индийцев у них. Они вот парадоксальные, да. Парадоксальные у них вот какая-то и вера, да, и какой-то скепсис такой. Нормально, здоровый скепсис. И иногда для нас это выглядит все очень непонятно, очень так как-то... Ну, как может сочетание бхакти, да, и какого-то цинизма, да, там, грубо говоря, это может шокировать, да. Ну, в общем, да, вот так. Да, я это нашел, и я вижу, что это настоящее, да, наверное, пришло время.